здесь просто полный бардак и коррупция. Откуда желание вообще появилось стать мэром? Мэр города уходил из Тунхи с позором в смоле и перьях. Но ты вот когда мэром уже избирался, тебя назначали, ты как считал, что все будет ровно и четко? Или ты думал, проблемы возникнут? Нет, я ошибочно полагал, что будет ровно и четко. Ни один мэр города, ни деревни в Колумбии не подвергался никаким преследованиям. Первое, ты не системный. Второе, ты иностранец. И третье, ты нравишься народу. И лучше этот гриб зарубить сейчас, нежели он вырастет выше. Я ходил с этим, то есть голодовал, пока там люди уже не начали сами поддерживать. Кто-то там продуктов покупал, кто-то денег там дал просто так, чтобы куда-то сходить. Это реально, я там ходил пешком, потому что на автобус денег не было. Скажи нам, пожалуйста, опиши, какие изменения ты внес в город. У меня товарищ есть, у него есть 2 гектара конопли. А вот когда на этикетках стали клеить, типа, курить, там, рак, и вот эти наклейки на сигаретах, ты думаешь, количество курящих уменьшилось? Вот здесь в радиусе 100 метров можно купить любой наркотик. Что ты ставишь своей целью в жизни вообще? Я экономист, у меня несколько магистратур, у меня кандидатская степень. Ты боишься тюрьмы? Я, конечно же, боюсь. Каждый может притащить своего кандидата, петуха, а все остальные делают ставки. Кроме кальяна тут еще что-то курят? Кокаин, по-моему, разрешен тоже какую-то норму. Начал воровать в 16 лет, в 30 лет его короновали. В каждой, на выходе из многих школ там стоят дилеры и продают. Наверное, в Колумбии стоит сделать, чтобы было легально. Раскладывал карты. И, у меня всегда совпадало, что я загадывал, что я буду мэром. Мне пришлось поклясться, что я заплачу. Путин, он не является отрицательной фигурой для большинства колумбийцев. Для меня сейчас большая тюрьма Колумбия. Всем привет, это Колумбия, и мы встретились с Михаилом. Сегодня он расскажет, как он сюда попал. Поехали. Михаил, начнем с самого начала. У тебя большая длинная история. Как ты вообще оказался в Колумбии? Ну, смотрите, во-первых, тут нужно говорить о том, что перед Колумбией я жил в Германии. Вот, то есть я с 2004 года постоянно жил в Берлине. Вот, и потом поступил в 2006 в университет, и в 2008 году я по обмену студентов приехал в Колумбию. Почему Колумбия? Ну, потому что я изучал как раз испанский язык, вот, и я хотел, чтобы попрактиковаться, но не хотелось ехать в Испанию, потому что, та же самая Европа вроде, да, и, то есть, нашел здесь университет, я учился в университете Гумбольдта в Берлине, Гумбольдта, и у него здесь связи есть в Колумбии, вот город Тунха, 200 тысяч жителей и большой университет государственный. И я приехал сюда первоначально на 6 месяцев. Первый раз в 2008 году. А Германия тебе вообще не понравилась? Нет, почему? Понравилось, да. Просто как-то жил там, учил испанский язык. То есть всегда хочется... Когда я учил немецкий язык, я поехал в Германию, да, поэтому я говорю хорошо по-немецки. Если, допустим, учишь что-то, я причем учил на преподавателя испанского языка, всегда же такое бывает, что ты где-то выучил там, в лабораторных условиях, скажем так, да, и там половина учеников знает язык лучше тебя, да, чтобы как раз избежать таких ситуаций. То есть я хотел его выучить хорошо именно. То есть вот я здесь учился, то есть как раз у меня там был на филологическом факультете, факультет романских языков в Берлине, и здесь как бы тоже на испанском языке. В Германии, говорят, образование бесплатно, правда, нет? Да. То есть бесплатно обучался? Да. В Германии есть где-то 300 университетов государственных, из которых все бесплатные, соответственно. Вот. Есть частные университеты, но в Германии, в общем, частный сектор небольшой. То есть, допустим, в Колумбии больше частных университетов, чем государственных. Вот. И частные университеты, есть такие здесь, там, 5 государственных, хорошие, можно сказать, но ты все равно их очень сложно найдешь где-то в мировом рейтинге. Вот. А какой город в Германии? Берлин.
Семья, дети там были или как? Или ты один приехал туда? Нет, ну я туда приехал один, потом у меня дети там сейчас, вот, они сюда приезжали в Колумбию, тоже уже младший сын уже 3 раза приезжал, вот, старший 1 раз, вот сейчас они собираются тоже в середине лета, то есть школу заканчивают, и приехать сюда, в Колумбию. Я их в Россию отправляю, езжайте. Я говорю, нет, в Колумбию поедем. То есть это от первого брака, получается? Да. В разводе? В разводе, ну, в нормальных отношениях. А первая жена, получается, это немка или русская? Немка. Немка. И дети получились русско-немецкие. На сегодняшний день ты в Колумбии чем занимаешься? Ну вот до недавнего времени я был мэром города Тунхи. Приехал по обмену студентов в Тунху, и потом после сколько там, 16 лет, 15 лет я стал мэром города Тунхи. Вот. Ну, соответственно, из-за того, что, во-первых, я не политик, я был преподавателем, выиграл выборы бесплатно, обычно как бы... Тебя никто не спонсировал? Передача власти, она заключается, основывается на том, что на денежном, либо административном ресурсе. Вот. У меня никаких спонсоров не было абсолютно. Я за год вышел собирать подписи как независимый кандидат. Вот это и выиграл. Поэтому то есть феномен, что по-русски не знаешь, как заключается у моего политического как бы образа или как моего политического участия, она заключается не в том, что я первый в истории Колумбии мэр не колумбийского происхождения, причем явно не колумбийского происхождения, не то, что там бабушка была венесуэлка, реально я сюда приехал уже уже взрослым, то есть у меня язык не родной, испанский, вот, это такой казус. И еще в чем то, что я не являюсь представителем никакого политического клана, потому что здесь о партиях говорить не стоит, здесь надо говорить о политических кланах, именно клановая политическая система. Я им не являлся, то есть меня никто не спонсировал, никакой я не тайный ставленник никакого-нибудь такого политика здесь, не тем более как там тайный никакой секретный агент. Вот. Просто так получилось. Вот. И тоже заключается, что первый раз, вообще очень редко такое тоже бывает в Колумбии, чтобы мэром значительного города, потому что у нас столичный город, столица департамента Бояка, вот, близко к Боготе. То есть, во-первых, не колумбиец, во-вторых, выиграл выборы без денег и против всех. Ты приехал, самое главное, извини, сюда преподавать, правильно? Нет, я приехал сюда учиться первый раз. Окей, но потом у тебя же, когда ты отучился, пошел преподавателем. Да, ну потом как бы такое само завертелось. Я еще в Германии учился, здесь уже вел какие-то занятия. Там я немецкий язык преподавал, потом закончил там, здесь преподавал немецкий язык. В магистратуре по правам человека тоже методику и прочее. В Боготе? Здесь нет, в Тунхе все. Все в Тунхе происходило. Да. Вот. И языки. То есть немецкий язык, ну, русский мало кто, там была одна группа, в основном немецкий. Откуда желание вообще появилось стать мэром? Ну, я тогда... Во-первых, я как так прикидывал иногда, да, то есть, что, в общем-то, у меня есть какая-то узнаваемость, вот, наверное, это было бы интересно что-то попробовать, да. Но, с другой стороны, я думаю, что как-то не то, что у меня, мне кажется, оно желание здесь есть у всех вообще абсолютно, потому что, к сожалению, колумбийское общество, оно очень политизировано, то есть политика, она здесь везде. Потому что, во-первых, как бы здесь есть какой-то такой политический плюрализм, то есть здесь не только там одна партия, то есть нужно туда вступать. Либо как в Европе, то есть есть там 2-3 партии, в которые, то есть ты там с 5 лет должен там какие-то шарики разносить, а потом там растешь. То есть здесь есть возможность входа. Ну, я же вошел. Вот. Поэтому, как бы сказать, политические темы, здесь это именно темы, которые проговариваются каждый день в любых социальных слоях.
Вот. Опять же, допустим, если брать Тунха, это вообще пример нетипичный абсолютно, потому что у нас очень не развит частный сектор. У нас половина рабочих мест, она идет из государственного либо квазигосударственного сектора. Университеты, сама мэрия, правительство области, все офисы там. Вот. У нас в основном, то есть как бы у людям работать негде. Вот, и все люди смотрят, как попасть в политику. Вот. То есть это политика так же, как в армии, элита? Я не знаю, мне кажется, в Тунхе это необходимость, это даже не элита. Это как я сравниваю, как петушиные бои. То есть там каждый может притащить своего кандидата, петуха, а все остальные делают ставки. То же самое, это когда там начинаются выборы или предвыборные, то есть в любой семье только и говорят это то, что о политике и о выборах, и вот это, знаешь, такое как бы в обществе, то есть считается признаком принадлежности, когда ты разбираешься в политике, кто с кем, кто что, какие-то политические слухи, то есть тебя слушают с этим с открытыми ртами, этот чувак знает. Вот, это ужасно на самом деле. То есть, плюс еще, опять же, если, допустим, взять сама структура, у нас в департаменте Буяка 123 муниципалитета. Ну, как 123 района в области Буяки. Вот. Это значит, что каждые 4 года 123 кандидата на мэр. Не 123 кандидата. То есть несколько там партий, там, скажем, там 15 партий, у всех там кандидаты на мэрию, на горсовет, или как раньше горсовет в Союзе был, сейчас как Гордума, да, вот, в Гордуму, вот, и то есть какая-то деревня, там 3000 жителей, там у них то же самое, там есть мэр, и есть там, скажем, вот этих там 11 депутатов Гордумы, да, то есть, вот, таким образом у нас вот в выборах, в которых я принимал участие в 2023 году, у нас в департаменте Буяка только уже зарегистрированных кандидатов уже нетто, то есть никто там хочет, а уже зарегистрированных официально, которые делают кампанию, у нас было где-то 7500 человек, которые претендуют на какую-то выборную должность в каком-то селе из Буяки. Любой желающий по факту туда можно. Ну, 7500 кандидатов, из них можно город построить, из этих только кандидатов, где каждый в городе кандидат. Это вообще, на самом деле, это полный абсурд. Ну и как вот тебе Поэтому я говорю, я и ругаю этот политический плюрализм в как бы колумбийском окрасе. Вот, потому что он, во-первых, получается, это обычная клановая система, которая выставляет своих кандидатов. Вот. Ни к чему хорошему это не приводит, потому что тратится кучу денег на все вот эти компании. Вот. И когда деньги вкладываются, чем занимаются люди, потом, чтобы отбить вложения. Вот и, пожалуйста, и вся Колумбия так живет. Вы за границей. Все незнакомо, все чужое. И вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. И почему, считаешь, люди выбрали тебя? Ну, во-первых, именно как родилась идея. Я как раз преподавал, у меня был модуль в магистратуре на экономическом факультете. Был модуль как социально-экономическое развитие регионов, как региональный аспект социально-экономического развития. Вот, и я начал изучать, то есть вторичную информацию, то есть как вообще Тунха, как Буяка, в чем мы сильны, и обнаружил то, что у нас, в общем-то, с точки зрения экономической теории, у нас есть все для того, чтобы быть процветающим городом, для того, чтобы у нас развивался бизнес, для того, чтобы у нас люди не смотрели, чтобы там 5 месяцев разносить флайеры, а потом тебе политик даст контракт там на полгода. Вот, а то, что нормально занимались карьерой. То есть, понимаешь, я в Тунхе за 18 лет не познакомился ни с одним человеком, не знаю ни одного человека, который бы с института, с университета сделал карьеру в частном секторе в Тунхе.
Потому что его нет. А куда все уходят? В политику либо едут в богату, либо куда-то уезжают, либо самозанятые, то есть вот это там слепить пирожок, продать, вот такого тоже, по-моему, у нас там 30 тысяч зарегистрированных фирм, из которых там 25 тысяч самозанятость такая, которая ты просто сам себя там женщина делает свечки, продает, например, что-то такое. Если ты коснулся бизнеса, с точки зрения бизнеса, какие здесь вообще налоги платят самозанятые, ИП, ООО? Нет, ну как у нас есть ИКО, то есть налог на как бы индустрию и коммерцию, наверное, это как по-российски будет просто налог на прибыль, налог на прибыль, да, вот. Ну и какие-то местные там сборы, знаешь, там на пожарку, на. А какой процент вот это? Я не знаю точно процент какой. Сейчас вот так сказать, потому что там тоже зависит от того, какой сектор у тебя и прочее. То есть я к тому, что насколько выгодно бизнесом заниматься, может, там, не знаю, 20-30%, и им вообще не выгодно заниматься, поэтому туда и не идут. Да нет, тут даже не из-за этого, потому что я сейчас просто именно реально в цифрах сказать не могу, потому что я бизнес здесь никогда не вел. Вот, я был мэром города, и у нас мы разбираем налоги не с точки зрения платы, а с точки зрения сборов. Вот, сколько мы собираем, то есть вот с предпринимателей именно мэрия получает только налог на прибыль. Вот, именно мэрия. Ну, плюс налог на землю, но это платит любой владелец земли, да, то есть если у тебя там фирма, я не знаю, находится на земле, ты платишь это и это. Вот. Так как предприниматель платит еще какие-то сборы, которые, то есть, уже государственные, но они не идут в муниципальный доход, они идут либо в казну правительства области, ну, тоже малая часть, остальное уходит куда-то туда. То есть, вот. Я знаю, что, например, там, если у тебя есть бар, и ты там проигрываешь музыку, то тебе нужно какой-то там платить какой-то процент, или не какой-то процент, а какую-то ставку там на какую-то фирму, которая якобы является представителем там этих музыкантов и прочее. Ну, есть таких всяких заморочек есть, допустим. Но тут больше не в том, что сколько ты отдаешь, а заморочки есть вообще по лицензиям. То есть, например, лицензия на строительство. Вот. Особенно, если там какой-нибудь коррупционер сидит, то хрен ты что построишь. Вот. Потом у нас есть, например, еще есть такое понятие, как УСУ и дестинасьон. Дестинасьон. То есть в России, наверное, тоже так должно быть, то, что каждый земельный участок, у него есть какое-то направление хозяйственной деятельности, можешь развивать, например, да, вот. И, например, там город весь, то есть он как поделен на участки, где, например, там какая-то деятельность разрешена, какая-то запрещена. Так как этот план распределения 2002 года, то есть он сейчас не отвечает, соответственно, как город развился за 20 лет, и не отвечает, допустим, потребностям вот этот план. Сейчас мы его обновляем. Ну, я уже не успел обновить, вот я как раз хотел открыть для того, чтобы, то есть, везде, где можно было, то есть, ну, как сказать, сделать его более свободным. Вот. Соответственно, часть просто полный бардак и коррупция. Ну, просто, допустим, опять же, при разделении, например, город разбит там на участки, да, там, если, допустим, там 2 соседних участка, у одного есть такое разрешение, а другого нет такого разрешения. Ну, все живут, работают. Да, значит, этот участок будет стоить в 10 раз дороже. Для того, чтобы тебе сделать бабла из воздуха, ты должен купить участок, где у тебя нет вот этого назначения, дать денег тому, кто делает вот это, потом у тебя появляется, он у тебя становится в разы дороже, и, короче, ты его потом продаешь. Иностранец может здесь землю купить? Да, конечно. А сколько вообще стоит земля? Насколько здесь дорого? Да, ну, и опять же, в зависимости где и в зависимости, какие разрешения есть на хозяйственную деятельность. То есть иностранцы вообще... Колумбия привлекательна иностранцам? Да, я думаю, что да. Я думаю, что да. Опять же... Увеличивается рост приезжих иностранцев? Не знаю. Это я не могу сказать, потому что, наверное, увеличивается, но это смотря каких иностранцев. Я знаю, что сейчас очень выросло количество так называемых digital nomad, как бы это цифровой кочевник, да, то есть это, в общем-то, это люди, которые работают где угодно в мире,
То есть в основном в Штатах, наверное, потому что здесь близко как-то люди сюда. Вот, очень много, вот город Медельин, вот, очень много, то есть вот этих цифровых кочевников именно там. Вот. Почему там? Ну, наверное, я думаю, что не тем, что он Медельин лучше, чем Богота, например, а скорее всего в каждой миграции, миграцией занимался научной деятельностью, как был там, учился или что-то. Есть так же, как вот этот фактор, вот этот network эффект, то есть эффект сетей. Но не социальных сетей, я не про интернет говорю, а то, что если есть в каком-то городе уже какое-то количество иностранцев, какое-то комьюнити, то все люди приезжают именно туда, потому что кто-то чем-то поможет, кто-то это. Во-вторых, то есть, когда есть большое комьюнити в какой-то стране, то она эту страну тоже чем-то меняет, либо расширяет какое-то предложение. То есть, допустим, если есть большое комьюнити, ну, людей, кто любит, я не знаю, покурить кальян, например. Допустим, в Медельине есть больше кальянов, чем здесь. Почему? Потому что там есть комьюнити людей, которые курят кальян. Да? Да. А кроме кальяна... То есть это значит, что кто-то посмотрит на это и откроет еще одну кальянную. Оно развивается. То есть предложение, раз он подстраивается под спрос, потом уже и приходит больше спроса, потому что есть уже какое-то минимальное предложение. Я думаю, что там сложился уже какой-то изначальный рынок для иностранцев, вот, поэтому все едут туда. Кроме кальяна тут еще что-то курят? Ну, кто-то что-то курит. А вообще разрешено, легализировано здесь? Ну, использование, то есть потребление разрешено, но плюс там какую-то норму можно носить с собой, я не знаю сколько, но там достаточное количество, там, по-моему, даже и кокаин, по-моему, разрешен тоже какую-то норму. Я, честно сказать, сейчас в настоящее время не знаю, как оно, потому что это, скорее всего, как в Европе, потому что там в Германии тоже как бы потребление не запрещено, но и это же под это потребление кто-то же и продает, и занимается наркотрафиком. Но на балконе 2 куста поставить можно, да? Да. Ну и здесь тоже есть какое-то количество кустов, которые можно выращивать самому, какое-то количество, которое можно иметь при себе, вот, но нельзя, то есть, продавать, не тем более там сколачивать какую-то там организованную преступную группировку по распространению наркотиков, соответственно, это запрещено, это понятно, да? Вот. Сейчас также очень развивается плантация именно медицинского каннабиса. Это разрешено, но нужно очень большое количество документов собрать для того, чтобы за эту плантацию. Чем отличается медицинский от немедицинского? Я не знаю точно, да, то есть он, скорее всего, обычный нормальный каннабис, потому что медицинский он в чем имеет, в чем отличие то, что тебе его может прописать врач, как какой-то успокоительный, либо что-то, да, но в основном все это идет на экспорт. И да, вот у меня товарищ есть, у него есть 2 гектара конопли, тут это там различных сортов, такие, то есть там все это наблюдается, то есть не то, что там собрал полиция заезжает и продал в какой-то картель, нет, там включая там количество кустов, и каждый куст, причем эти семена должны быть сертифицированы. Там какие-то голландские семена, там одна семечка там материнская стоит там $3000, короче, там это свой мир. Вот, и это очень дорого, достаточно большое вложение нужно для того, чтобы этим заниматься. Но люди занимаются, делают. Сейчас также идут дебаты, но они идут лет 20 уже в Государственной Думе. Вот, о том, чтобы легализовать. Но... легализовать также продажу и все, чтобы выращивание, от выращивания до продажи, чтобы было легально. Что в конце концов, я тоже думаю, в общем-то, наверное, в Колумбии стоит сделать, чтобы было легально. Во-первых, потому что... То есть ты считаешь, легализировать лучше? Здесь для Колумбии, я думаю, все-таки да, потому что для того, чтобы вокруг вот этого нелегальной продажи наркотиков, таких, легких наркотиков, для того, чтобы не собирались различные преступная энергия. Зачем, если это можно все легализовать, и люди бы занимались, и работа бы была у людей официальная? Так тогда все, как говорится, скурятся, снюхаются. Не знаю, почему. Я не думаю так, что увеличится именно потребление, потому что тут одно дело как бы легализовать, как вот это, как сказать, опять же, говорить о
о базе и о надстройке, да, то есть, чтобы легализовать базу, а социальную надстройку над этим нужно, конечно, то есть, пропаганда здорового образа жизни одновременно. То есть, чтобы было и в школах, то есть, чтобы люди видели, да, легально, то есть, но ты смотри результат, какой у тебя будет, например. Ну смотри, пачка... Смотри, допустим, опять-таки, то, что это запрещено, это не значит, что оно есть, что его нет. Тут нет никаких там закладчиков. В каждой, на выходе из многих школ там стоят дилеры и продают. Вот здесь в радиусе 100 метров можно купить любой наркотик. Я не знаю просто у кого, но если ты хочешь, я тебе могу сказать, что через полчаса мы его найдем. Окей, нет. Вот. То есть, как бы, нет смысла, потому что как бы от этого именно предложение на рынке не увеличится. Может быть, есть какой-то именно психологический аспект, граница между разрешено, запрещено. Нет, может быть, когда какой-то есть, так, не, это нельзя, потому что это криминально. Может быть, люди от этого наоборот, то есть, я не знаю, мне кажется, всегда запретный плод сладок также еще. Да, есть, вот я тебе хотел сказать про сигареты, пример живой. Вот когда на этикетках стали клеить, типа, курить, там, рак, и вот эти наклейки на сигаретах, ты думаешь, количество курящих уменьшилось? Не знаю. Нет. Потому что, вот как ты сейчас сказал, запретный плод сладок. В действительности, это дополнительная реклама, наоборот, сработала, что вот сигареты, и вот это... Люди, понимаешь, любят то, что запрещено. Типа, это круто. Ну, значит, так как оно сейчас запрещено, если разрешить, то тогда по этой логике снизится потребление? Или нет. По этой логике увеличится. Я считаю, это лично мое мнение. Почему? Поясню свою мысль. Потому что есть люди, которые осознанно выбирают свой путь, а есть просто, ну, скажем так, показали, попробовал, все, и понеслось, и он сел, и не может с этого сойти. И вот в этом проблема, то, что говоришь, надо работать с обществом и так далее, но кто это будет работать, кто это будет вкладывать? Опять же, если так, мы тогда исключаем абсолютно любую какую-то социальную и образовательную политику государства, плюс фактор как бы образования и родителей в этом. То есть, допустим, если его полностью исключить, то да, может быть, и увеличится. Вот, но кто-то, допустим, осознанно, да, там, начал воровать в 16 лет, в 30 лет его короновали, там, допустим, ну, кто-то такой выбирает. Ну, 16 так лет. Что кто-то, допустим, если, допустим, человек осознанно выбирает, что мой путь наркотики, то, значит, где-то до этого была ошибка в семье, в окружении и в школе. Окей. А почему была ошибка в семье? Насколько вот люди в Колумбии религиозны, как ты считаешь? Ты чувствуешь зов перемен? Где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. Мне кажется, здесь больше фарисейство. Именно религиозно здесь все, потому что надо, потому что принято. Потому что научили. Да, но это не из-за того, но почему-то никто не живет по заповедям. Почему же такое огромное количество преступности, почему так просто убить человека, например, то есть, а потом через полчаса идти в церковь на мессу. Вот. Я считаю, что это фарисейство. Я не католик, я знаю... А ты христианин? Я считаю, я христианин, православный, как я не практикующий, но самый прикол, то, что я здесь в Тунхе лучший друг католической церкви всегда был. Потому что я всегда ходил на все процессии. Вот, если можно было помочь чем-то церкви, всегда помогаю, потому что, во-первых, это памятники архитектуры. Вот. А тут еще по этому идиотскому колумбийскому законодательству очень много таких объектов, объявленных памятниками архитектуры, вот, но они ничего не делают государству для его спасения. То есть церковь здесь не получает от государства вообще ничего, она живет только на подношение, на милостыню. Как вот после мессы. То есть как про сердце такого нету?
Во-первых, здесь также, опять же, плюрализм церквей, да, то есть значительную часть населения католики, но также есть представители различных православных, не православных, извиняюсь, протестантских церквей. Там пятидесятники, вот это когда начался протестантизм с Мартина Лютера и прочее, это разделилось на очень много ветвей. И здесь много очень североамериканских таких церквей. Они имеют присутствие, то есть и в каждой деревне, то есть молельный дом, очень много этого. То есть я думаю, здесь сейчас, может быть, 70/30. Вот. А так, соответственно, мусульманского, православного, другого течения я здесь не наблюдаю. Здесь. Ты сам веришь? Мечеть видел, да. Я сам верю, да. И тем более в последнее время. Вот только в это и верить и надо. В кого веришь? Как в кого? Что ты считаешь? Есть Бог, есть энергия. Каждый по-разному рассказывает. Я считаю, что я верю в великого конструктора универсума. То, что есть высшая сила. Описание этой высшей силы, я считаю, что различные направления веры, религии, это культурная репрезентация этой веры в Создателя. То есть для кого-то он называется Аллах, для кого-то называется Иисус. Но даже если, допустим, разделение христианской церкви, допустим, как оно произошло, то есть раннее христианство, да, был Иисус, да, было вот эти все события, которые были, это уже там доказано историкам, что они именно произошли. Эти события, что он был, и на Голгофе вот это его там отнесли, распяли. Вот. Далее пошли апостолы по разным землям для того, чтобы нести вот эту историю, вот эту веру. Потом, когда образовалась сама церковь, это происшествие началось догматизировалось. Поэтому так называемые, есть такие в церкви так называемые догматы. Догматы. Как интерпретировать такой следующий факт. Потом вот это произошло разделение между римско-католической церковью и православной церковью, да, когда там патриарх и папа друг друга отлучили от церкви, то есть там тоже еще из-за догматов в основном, то есть не в основном, а как догмат, то есть там как филиоквия, например. Окей, ты говоришь про историю. Если сын Бога, он тоже Бог или нет? И вот это все. Соответственно, потом, опять же, как церковь, она при помощи церкви, она как расширяет владение, сферы влияния. Видишь, как получилось у нас. В общем, хотя я так считаю, что разделение именно, почему есть так называемый условный Восток, условный Запад в Европе, да, это же еще пошло с разделения Римской империи. Когда Византийская империя, она все-таки еще просуществовала практически до позднего Средневековья. Вот, а Западная Римская империя трансформировалась потом в, скажем, государство франков, потом построилась Священная Римская империя. Вот, причем вот одно было католическое, другое было православное, то есть православие пошло на восток, католичество на запад. И, скорее всего, до сих пор у нас, как бы там ни говори, то есть, но... разделение в Европе, оно что такое Восток, условный Запад, оно эту линию так и можно прочертить. Ты рассказал про историю. Как это не история, а про видение, опять же. Ты спросил, во что веришь, опять же, я говорю, что... ты сам, как ощущаешь, Бог с тобой, Бог тебе помогает, либо что ты просишь, молишься, как ты вообще к этому относишься? Что ты ставишь своей целью в жизни вообще? Ты веришь, что вообще есть душа? Как душа, именно душа, я не знаю, есть она или нет. То есть, потому что, мне кажется, душа это уже какой-то интерпретация вот этой энергии, да? Я верю вообще то, что я верю в энергии. Я верю больше, я суеверный. То есть если, допустим, пришел черный кот, я там через дорогу не пойду, буду ждать, например. Вот. Я достаточно суеверный. Вот. Я верю, что есть высшая сила. Как бы она ни называлась, Бог, либо... Но она карает тех людей, которые ведут себя неправильно в жизни? Я не знаю. Наверное,
то, что мы с человеческой точки зрения считаем как бы справедливостью и карой, и много раз мы говорим, что наказание не приходит, вот, но если Бог так захотел, то, наверное, пусть это у него какие-то свои планы на эту кару, скажем, такого, что я считаю, что даже не то, что кара, а есть какое-то равновесие. Вообще в мире я считаю, что должно быть какое-то равновесие энергетическое, равновесие также в удаче, знаешь, то есть, допустим, если попал в струю и сорвал куш, то что-то нужно отдать. Вот, и когда, допустим, у меня нормально пошло, то есть, когда я выиграл выборы и прочее, то есть, я в какой-то момент даже сам испугался, почему так хорошо идет, потому что испугался, а чем я буду отдавать. Ну, как ты считаешь, ты отдал за свой период? Я считаю, что я отдал сполна, потому что сейчас на меня еще завели 2 уголовных дела. Для меня лишили самого главного, это возможности передвигаться свободно, потому что у меня подписка о невыезде. Для меня сейчас большая тюрьма Колумбия. Вот. И чем больше вот это, тем больше мне отсюда хочется уехать, конечно. Вот. То есть ты боишься тюрьмы? Я, конечно же, боюсь. Вот я тем более, что боюсь не из-за того, что я что-то сделал, а я боюсь из-за того, что мы же говорили про политику. Вот, но мы говорили про политику о том, что, ну да, вот я выиграл. Хорошо, выиграть можно одному. А что дальше? А дальше пошло то, что как раз вот эти политические кланы отправились от этого электорального удара и начали вредить, опять же, с самого первого дня завели дело о признании недействительности выборов. Вот, то есть я говорю, что началось политическое преследование. Я считаю, что в истории Тунхи я был мэром, которого больше всего преследовали. А ты не думал? Опять же, начиная с того, что как я еще после выборов глупости кто-то заявил, что я не настоящий, что я голограмма. Мне пришлось в регистратуру идти, доказывать, что я живой. Вот, начиная с этого. Плюс, опять же, по каждому пустяку заводят дело в прокуратуре, органы там, прокуратуре, фискалия, как там еще, контролирует. Тут очень много таких надзорных органов. Вот. Ну вот мы с тобой касались вопроса, почему люди доверились тебе? То есть ты вообще иностранец. Как ты считаешь? Ну, я считаю, что люди устали от политики. И просто захотели кого-то другого, главное не клубить? Нет, не то, что я же как, опять же, не то, что там взяли с улицы человека, его нарядили, помыли и поставили. Нет, это тут не так совсем, да, вот. Во-первых, я преподаватель. И преподаватель имеет какой-то вес, то есть какое-то внутреннее уважение у людей. Из преподавателей никто не баллотировался? Нет. То есть меня знают здесь как преподаватель. То есть, да, потому что я приехал сюда по академическому направлению. Там, да, я был там студентом, учил, потом я преподавал. То есть, все это академия. Вот, во-первых. Во-вторых, у нас город Тунха – это университетский город. Вот, очень большое количество, то есть, именно преподавателей, бывших преподавателей, учителей, бывших учителей. То есть у нас очень образованное население в Тунхе по сравнению, допустим, с Колумбией как таковой. Так и школьное образование хорошее. То есть у нас ЭГЭ колумбийский у нас очень хороший средств. То есть приоритет сделали, что ты преподаватель. Что я преподаватель, именно создали, то есть такую как бы картину, то есть я преподаватель, да, то есть и меня все так и говорили, профы здесь как бы в испанском языке очень часто обращение по должности, как в польском, да, там, пане профессор, так и здесь, там, профессор, там, вот. Во-первых, это, во-вторых, как бы резюме. Ну, допустим, по сравнению с другими кандидатами, у меня резюме, то есть я экономист, у меня несколько магистратур, у меня кандидатская степень, там, языки. Вот. Они думали, что ты там реально какой-то шпион. У тебя был первый брак, дети в Германии, жена немка, ты русский. Нет, я не думаю, что кто-то люди так, кто-то может там какой-нибудь комментарий написать, там, типа, ну, комментарий ради для прикола. И причем самый прикол в том, что
знаешь, даже это дает какой-то ореол какой-то таинственности, какой-то пикантности, понимаешь, допустим. Внимание, наоборот, такой Самый прикол, что если бы, допустим, я был бы официально там агентом, каким-то агентом, да, там, российским, за меня бы проголосовало еще больше народа. Тем более, что, допустим, по крайней мере, как бы, скажем, Путин, он не является отрицательной фигурой для большинства колумбийцев. То есть здесь Россию любят? Ну, с флагами не выходят, хотя сейчас очень много людей в Тунхе носят шапки-ушанки. Вот, и майки там... Да, это после тебя. Да, это после меня. Вот, с флагами не выходят, но Россия имеет положительный образ в любом случае. Ну, то есть, потому что Мексика, да, я в Мексике был, мексиканцы любят Россию. То есть, они там интересуются, что, как там и так далее. Ну, как здесь тоже, то есть, опять же, как я говорю, ну, как любят, то есть, ну, 9 мая здесь не празднуют. Вот, но если какой-то, допустим, мы очень хорошо, тесно работали с российским посольством, то есть любое мероприятие, которое российское посольство там проводило в Тунхе, там они привозили и концерты, вот, и приезжал космонавт Юрчихин, он там, у него рекордсмен по выходу в открытый космос. Он приезжал в Тунху, у нас было 3 встречи там с жителями, в общем, и в 2 университетах. Вот эта встреча, там самый большой зал, там половина на улице осталась, потому что люди хотели посмотреть. Вот, реально, то есть, как бы люди интересуются, во-первых, вот, а во-вторых, как бы я стал политиком, поэтому я взвешиваю слова, поэтому говорить, как бы, любить это, ну, уважать, одно, скажем так, да. Но, как бы сказать, иметь положительный образ. То есть я считаю, что в моем, как сказать, в моем опыте Россия имеет положительный образ. Все-таки ты считаешь, то, что ты стал мэром, это удача? Нет. Нет? Несправедливы пути Господни. Поэтому я говорю, когда мы говорим о вере, я начал верить в том, что как предестинасион, предназначение. Но слишком много совпадений. Во-первых, у меня 6 августа день рождения, и город Тунхи тоже 6 августа день рождения, да, то есть я всегда этим, ну, конечно, не из-за этого меня выбрали. Ты обращался к астрологу? Да, но я этим как-то всегда бравировал, то что, ну, вообще прикольно, да, на свой день рождения, может, там, артиста пригласить, какая-то, типа, на день города. А если что, это день города просто? Да, нет, прикольно. Потом 7 августа здесь тоже один из дней независимости, всегда выходной. Вообще здесь, как-то родился 6 августа, здесь Колумбия ништяк, потому что чего бы не было, на следующий день у тебя выходной, да, вот, причем официальный даже там без мэрии. Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Нет, я думаю, что на самом деле слишком много какого-то... Какие-то силы? Во-первых, я не знаю, у меня на время выборов открылся какой-то вот эта способность читать карты. Mm-hmm. Я посмотрел, раскладывал карты, и, короче, у меня всегда совпадало, что я загадывал, что я буду мэром. А так и я людям показывал я еще людям показывал, я говорю, ну как вы не верите, если здесь карты говорят, все на меня так виском крутили. А до этого ты карты вообще в руки не брал? Так, чтобы для этого, ну, нету, наверное. Просто как-то был какой-то такой момент, когда мне нужно было что-то спросить. Я как-то вошел в какой-то транс. Может быть, какая-то энергия сверху пошла, и мне это открылось. Наверное, когда человеку что-то нужно, как бы вот этот...
какие-то высшие силы, они ему помогают. То есть ты увлекаешься эзотерикой? Не особо практикуюсь, но мне это интересна эта тема, потому что я в это верю, во-первых. Во-вторых, я сам как бы практиковал в своей жизни какие-то вещи, которые, я думаю, совпадений таких не бывает. Потом, плюс еще как бы у меня почему-то такая очень большая сила материализации. Вот буквально за год перед этими выборами вот реально было такое ощущение, вот такая штука, что вот почему-то вспомнишь какого-то человека, ну, которого ты сейчас вообще никаким образом увидеть не можешь. Херакс, он сегодня-завтра появляется. И я настолько к этому привык, что там, ну да, типа, должен был появиться, потому что я случайно вспомнил про него позавчера. Вот. Это какая-то сила материализации. Может, какой-то этап в моей жизни оказался то, что вот именно из духовной точки зрения какая-то была поддержка, да, на самом деле, сверху. Вот. И тоже я так думал, что... Но ты вот когда мэром уже избирался, тебя назначали, ты как считал, что все будет ровно и четко? Или ты думал, проблемы возникнут? Нет, я ошибочно полагал, что будет ровно и четко. Я ошибочно полагал, что люди меня выбрали, все будет хорошо люди поверили, то есть в мои обещания, то есть в мою фигуру. Вот. И на самом деле как бы у меня были определенные принципы, то есть что так как оно работает, вся эта коррупционная система, что это нельзя, и то, что... И на самом деле... как бы я поверил, да, что будет все четко, вот потом просто, как бы сказать, система очухалась, опомнилась, встала, и ответила. Вот, на самом деле, это было так. То есть этого ты сейчас не ожидал? Тут сейчас вот это, как бы там, вот это, как бы, обнуление выборов, да, там в первой инстанции, во второй инстанции, сейчас Верховный суд постановил, сейчас еще подали жалобу там еще в Конституционный суд. Вот. Я этого вообще не ожидал. В прокуратуру то, чтобы лишить меня права занимать государственную должность на 14 лет за то, что я якобы знал о том, что я не могу быть мэром, и им стал. Вот. Уголовные дела по вообще то, что якобы мэр города при помощи тещи управлял, давал указания, то, что в России вообще не является ничем абсолютно, то есть плюс основан на слухах, это политическое преследование. Ни один мэр города, ни деревни в Колумбии не подвергался никаким преследованиям на основаниях того, за что преследуют меня. Но подожди, ни один мэр города не был иностранцем? Или были? Нет, не было. Значит, меня преследуют за то, что я иностранец, за то, что я антисистема. Потому что, да, я вот лично... И за то, что меня люди любят. То есть, допустим, я единственный мэр в истории Тунхи, плюс еще, у которого после половины срока правления был позитивный рейтинг. Да. Вот, допустим, люди там устраивали протесты, там ходили с кастрюльками, гремели. Я сейчас, допустим, в Тунху, если со мной поедешь, вот, послушай, я иду по улице, то есть все автомобили сигналят, таксисты здороваются, водители автобусов здороваются, все люди подходят, сожалеют, говорят, что мы вас переизберем. Такого еще не было вообще ни разу в истории Тунхи. Обычно мэр города уходил из Тунхи с позором в смоле и перьях. Как предыдущий мэр, он на голову на улице не показывается. Я вот по тем новостям, которые видел, читал, я вот какой вывод сделал. Первое, ты не системный. Второе, ты иностранец. И третье, ты нравишься народу. И лучше этот гриб зарубить сейчас, нежели он вырастет выше. Поэтому вот это все в один момент как бы скопилось, и по факту... Они еще боятся, что я куда-нибудь дальше пойду, там могу губернатором стать, там могу еще кем-то стать. Конечно. Вот, поэтому, то есть, плюс у них еще, у колумбийцев, особенно у политиков, у колумбийских, это вообще такой бред полный. То есть, это на самом деле страна, это, вот, когда начинаешь вот именно глубоко анализировать, так вот с точки зрения, я сейчас социолог, то есть, как-то... В основном здесь политики идут, они наследственные. Вот. Но это не монархия, потому что это как бы такая как бы клановая система, это олигархат такой. Вот.
где-то вот эти какой-то клан сейчас, какой-то потом, какой-то, и, в общем-то, они составляют такую сложную какую-то систему. Даже если взять президентов, либо кандидатов в президентов, они в основном там внуки, племянники, еще уже тех, кто еще раньше был президентом, например. Вот. И, конечно же, тут самое главное даже, знаешь что, не во мне, не в том, что я могу кем-то стать. Ну, бог с ним, стану там губернатором. Ну, переживет там земля, ничего страшного. Вот. Но ты же не своим будешь. Хуже в том, что не это. Хуже в том, что я могу подать пример. Ну. И опять вот сейчас мы возвращаемся к первоначальной теме, когда я говорю, что передача власти гарантируется наличием ресурса денежного и административного. Тут даже не в этом. Вот. Если я вышел и без абсолютно все... Другие кандидаты по $1 миллион потратили на кампанию. 4 миллиарда. А некоторые 2-3 раза подряд потратили $1 миллион на кампанию в Тунхе. Господи, откуда? У меня было 3 миллиона песо, там меньше $1000, у меня больше денег не было. Я ходил с этим, то есть голодовал, пока там люди уже не начали сами поддерживать. Кто-то там продуктов покупал, кто-то денег там дал просто так, чтобы куда-то сходить. Это реально, я там ходил пешком, потому что на автобус денег не было. Вот. И за счет этого тоже люди меня видели на улице. Люди меня видели на улице в течение, там, не знаю, 8 месяцев. То есть я был везде, я везде ходил, я собирал подписи, я со всеми разговаривал. Я не потратил ни одного кофе для того, чтобы сделать сборище. Потому что здесь традиционной политики обычно как снимают такое какое-то помещение, собирают кучу народу с шариками, со всякой фигней, они начинают там орать, кричать, то есть там в микрофон говорить. У меня такого не было, потому что, во-первых, на это не было денег. Во-вторых, я считал, что это какая-то показуха, фарс и вообще полный дурдом. Я всегда просто ходил на улице и подходил к людям. Потом у нас очень удачно мы ввели социальные сети. Где я сейчас? С кем встречаюсь? Что замышляю? Ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы. Здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. Видео хорошие были, такие интересные, социальные сети росли. Вот. Но у меня и тогда, ты знаешь, даже тоже сказать, что за счет социальных сетей нет. У меня в Фейсбуке на то время было там 2000 пользователей. Сейчас у меня там 40 тысяч, например. Да? Вот. Опиши, пожалуйста, нам за годы своей работы мэром, что ты Потом изменил. еще мы очень такую интересную предвыборную кампанию сделали. Причем в основном такие самые удачные идеи, я их сам и выдумывал. Например, мы создали образ суперрусского. И сделали там 3 или 4 этих комикса, где там суперрусский там приезжает. Сказкой. Там сказка летит, как Бэтмен, там кто-то просит деньги там за что-то, там прилетаю, и я там и спасаю, там Херс там, например, там ворует деньги на восстановление дорожного полотна, тут раз суперрусский прилетает, все спасает. Таким образом мы смогли достучаться до детей, до подростков, до молодежи, которые люди вообще не интересуют выбором. Так что последние 2 недели перед выбором, я помню, что люди взрослые говорят: у меня дочь постоянно меня тянет за юбку, говорит: голосуй за русского, голосуй за русского, голосуй за русского. Прикинь, то есть это такого вообще никогда в жизни не было. У нас такая очень удачная, прогрессивная, современная, абсолютно творческая предвыборная кампания, которая сделана была без каких-то вообще денег, просто на каком-то энтузиазме, на каком-то надрайве, на энтузиазме. А давай это сделаем, а давай. Вот. То, что, допустим, для кого-то был бы риск, для меня это раз еще больше всегда был какой-то рейтинг. Например. Скажи нам, пожалуйста, опиши, какие изменения ты внес в город, когда был на должности мэра. Ну, во-первых, я пришел в город, который в долгах. Вот. То есть предыдущий мэр взял там 93 миллиарда песо в долг, и нам приходится отдавать. То есть, допустим, то, что я вложил, например, в прошлый год за стоимость материала дорожного полотна, стоил там 5 миллиардов, а 27 миллиардов я заплатил в банке. Да? Вот. Ну, во-первых, мы очень хорошо перетрясли бюджет, то, что для того, чтобы где-то какие-то долги
перефинансироваться, где-то снизить, то, что мы снизили финансовую нагрузку. Вот. Ну, как город начал восстанавливаться. Откуда вот стали деньги брать? Стали экономить на чем-то? Или люди стали больше приносить? Как вообще? Нет, во-первых, мы стали экономить. Во-первых, как бы, так сказать, долговое бремя мы чуть снизили за счет того, что вот эта политика с банками, то есть где-то переговорили, чтобы нам снизили процент, например, что-то более срочное сразу отдали, допустим, что-то на долгосрочное оставили, но тут нам немного было. Вот, в основном экономия. Экономия жесткая для того, чтобы, как бы, опять же, мы не разворовывали бюджет, например, потому что как можно на какую-то ерунду, там, ну, допустим, пустить деньги разворовать, например. У нас такого не было вообще. Например, предыдущий мэр, который взял 93 миллиарда песо в долг, ничего он не построил. Все это долгосрочно. Допустим, новая больница, 12 миллиардов туда он вбухал, а нам не хватает сейчас 6, чтобы достроить. Хотя ему с самого начала было ясно, что это не будет. Хотели сделать убойный цех, короче, ну вот это бойня, мясоперерабатывающий завод. Вот. Тоже купили они участок, заплатили деньги, причем это пошло каким-то его там родственникам. И оказалось, что этот участок непригодный для этого строительства. Вот. Отдали 10 миллиардов туда в этот концессион, как бы такой в консорциум. Вот. Поэтому по этим деньгам мы платим долги, они ничего с этим не получилось. Центр для бездомных собак то же самое. То есть там вложили 2 миллиарда, оказалось, что там он стоит 6, и что там вообще строить нельзя, и там люди бастуют. Все это осталось там, мы за это платим процент. На социальное строительство тоже 6 миллиардов пустили, застройщик должен был вложить деньги, в конце концов он эти деньги не вложил, 6 миллиардов они крутят, там по каждому дому сдают, там раз в год, короче, все это застопорилось, мы с этого платим процент. Вот всего этого у нас не было. Всего этого у нас не было. Мы раскопали старые проекты, которые застопорились, их закончили. Начали восстанавливать дороги. Если поедете в Тунху, то увидите, что дороги очень сильно так это подустали. Вот. И люди это видят. То есть мы начали как бы восстанавливать, то есть где-то по чуть-чуть из всего. Каналы почистили в городе. Город перестал заливать, потому что их не чистило 6 лет. Я загнал трактор в канал, вычистили все. У нас было наводнение, вся Колумбия поплыла. Тунха осталась только единственная, дренаж, например. Вот так. Если, допустим, сделать так, что с точки зрения инфраструктуры, что с точки зрения социальных программ, медицины. Я спас больницу. Когда я пришел, наша подведомственная больница, ее собирались уже объявлять банкротом практически. Врачи бастовали, как в 90-х годах в начале. Врачи бастовали, перекрывали улицы. Все услуги позакрывались. Анестезиолога нет, хирургов нет. Я потом пришел, короче, нашли там анестезиолога и хирурга. Я говорю, подпишите контракт. А почему хорошие деньги? Вот. Нет. Почему? Ну, мы видим, да, нормально, но мы боимся, что вдруг вы не заплатите. Они, короче, они именно с мэром хотели поговорить. Мне пришлось поклясться, что я заплачу. Потому что уже такое недоверие, уровень огромный. Вот. Открыли новые услуги, там гастроэнтерология, например, его не было, открыли. Сейчас новое вот оборудование тоже купили? Зал. Где-то купили, небольшой там надо, немножко совсем. А какая численность города вообще? 200 тысяч, там 187 по официальной, но как у нас город, там что у нас 50 тысяч студентов приезжих, еще плюс еще с ближайших деревень люди на работу есть. То есть у нас постоянно где-то в городе находится где-то 200 в каникулы, до где-то 230 тысяч человек всегда находится в городе. И одна больница? Нет, у нас очень хорошо развита достаточно медицина по сравнению с Колумбией. То есть у нас есть региональная больница, там большая, это 4-го уровня. Ну, здесь там 6 уровней, да. Вот. И наша, допустим, местная, муниципальная, районная такая, она на 2-го уровня. И она же как поликлиника работает на прием. Да, она как поликлиника получается. Плюс у нас есть больницы такие, куда людей кладут, они частные, но они работают все равно с государством.
государством, и плюс частные клиники у нас очень. У нас многие люди из Богаты едут в Тунху для того, чтобы быстрее попадешь к врачу, например. Но с этим проблем То есть там нет таких очередей? Нет, очереди всегда есть, опять же, да, то есть, но, опять же, из-за того, что, например, наша районная больница стоит, все в областную, и из-за чего там, не знаю, там рука сломалась, там. Вот, из-за того, что плохого перераспределения, тоже все это коррупция, мне кажется, потому что госпиталь же он тоже зарабатывает деньги, то есть, получается, из-за перерасчета, допустим, чем больше клиентов туда засунут, тем больше, допустим, не важно, что он там 24 часа ждет там в очереди, а у нас пустая стоит. Я тоже постоянно с этим бился, то, что как перераспределяли нам, допустим, легкий уровень к нам, вот, а уже тяжелый, который мы не можем, уже перераспределяли туда. Вот, и все шло нормально. Нам дали денег, вот этот министр здравоохранения, на восстановление больницы, дали денег. Я восстановил еще медпункт, например, был заброшенный медпункт, то есть там в западном районе города, мы его восстановили. Машины скорой помощи есть? 2 машины новых купили, у нас 3 было, сейчас купили 2 новых машины скорой помощи, купили больничные койки, увеличили койко-места, допустим, как в травмпункт, так и лежачих, допустим. Вот. Там было много по мелочей. А скорую помощь любой может вызвать? Она бесплатно приедет? Вот иностранец, я окажусь в Тунхе, я могу ее вызвать? Ко мне приедут, и через сколько приедут? Не, ты можешь вызвать, да, конечно. Я не заплачу за это? Этого я не знаю, потому что ко мне скорая помощь, будучи иностранцем, я не потому что вообще-то должен будешь заплатить, потому что дело в том, что здесь все по страховке. Вот, и у колумбийцев есть страховка, есть контрибутивная и субсидированная. Контрибутивная – это когда ты работаешь, и ты отчисления платишь. Вот, остальные платит государство. Самая дешевая, ты застрахован, да. Вот, когда ты, например, что-то с тобой случилось, может быть, там Красный Крест или еще кто-то поможет. Вот, так-то, если придешь в Урхенсиас, то Урхенсиас – это как травмпункт, то тебе окажут медицинскую помощь, но тебе выставят счет. Нет, а я хочу скорую помощь вызвать, потому что я не могу до ургенции самостоятельно дойти. Они ко мне приедут или скажут, ты иностранец, страховки нет, мы к тебе не поедем? Нет, приезжают, просто я потом не знаю, как насчет оплаты. В любом случае, так вот, честно сказать, как с точки зрения этого, кто-то же за это тоже платит, потому что, например, если у тебя там несчастный случай, например, то есть в любом случае там иностранцы, кто бы там ни был, все равно к тебе приезжают. Может быть, там в какой-то там списываются потом какие-то долговые обязательства, либо еще что-то. Так точно я это не могу сказать. Мы можем сейчас позвонить директору нашей больницы вообще, спросить, как оно работает. Я пример просто добавлю. Вот в Коста-Рике и в других странах Центральной Америки тебя заберут, тебе окажут медицинскую помощь бесплатно, ты иностранец. Но по факту выписки из больницы тебе выставляют счет. И второй вариант. Так и здесь, конечно, тебе никто там... Ты можешь по факту раздвинуть руки, сказать, денег нет, соли, спасибо всем, я пошел. Но в Коста-Рике есть такая ситуация, мне рассказывали, что если ты вот так руки разведешь и уйдешь, то второй раз, если ты пойдешь, тебе не приедут и не окажут медицинскую помощь. То есть у них какая-то база есть единая, и они где фиксируют вот эти такие случаи, которые неоплачиваемы, скажем так, иностранцами. В Коста-Рика насыщена иностранцами, поэтому... Вопросы остаются без ответов, а может, ты просто не задал их вслух? Загляни в комментарии и напиши. Возможно, именно твой вопрос откроет новую тему в следующем подкасте с теми, кто живет в Латинской Америке. Хочешь знать больше? Будь ближе. Подпишись и включи уведомления.